Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео мы вместе с вами свяжем такие красивые ажурные следочки. Вязать такие следочки можно на любой размер и в принципе любыми нитками. Принцип вы можете брать за основу и дополнять, изменять на свое усмотрение. Эти следочки мы будем вместе с вами вязать, они у меня связаны на размер 37-39. Выполняла я вязание пряжи Alize Lana Gold, это полушерсть, 100 грамм на 240 метров, и вязание выполняла китайским крючком номер 3,5. Эти детские следочки выполнены на размер ножки 12-13 сантиметров. Выполняла вязание пряжей Alize Baby Wool 50 грамм на 175 метров. Вязание я выполняла крючком номер 2 и выполняла вязание более туго, чем вязала эти. Просто вяжите первую пару вместе со мной, а следующую вам будет понятно, какую пряжу брать, какой крючок и какое количество рядов вязать. Процесс вязания данных следочков очень простой. Начало вязания с носка выполняется по этой схеме. Выполняется 6 рядов до нужной высоты. Затем можно вязать ряды либо с расширением, либо такое же количество столбиков оставить и выполнить вязание на нужную высоту. Затем выполняется вязание по кругу ажурным узором, простым ажурным узором веерочки. Вот она схема. Также выполняется на нужную длину. Затем выполняется вязание прямыми обратными рядами, эта часть. Затем вяжется пяточка и обвязывание самого следочка. Я делаю так, а вы можете делать на свое усмотрение. Главное, чтобы здесь было четко по ноге. Берите пряжу, крючок и приступаем к вязанию следков. Беру пряжу в левую руку, левой рукой пряжу разворачиваю так. Через образовавшуюся петлю протягиваю короткий хвостик нити. Узелок затягиваю. Если потянуть за короткий хвостик нити, петля уменьшается. Петлю разворачиваю. Через эту петлю крючком протягиваю рабочую нить и фиксирую. Теперь вязание первого ряда. Выполняю вязание 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Вязание первого ряда выполнено. Хвостик нити короткий можно подтянуть. И вязание соединится. Теперь вязание первого ряда соединяю. Ввожу крючок в первый столбик без накида, рабочую нить протягиваю и первый ряд соединила. Вязание второго ряда. Воздушная петля подъема, и затем в каждый столбик без накида первого ряда выполняем вязание по 2 столбика без накида. В первый ввожу крючок, столбик без накида раз, и в это же основание ввожу крючок, столбик без накида 2. И так выполняю вязание за каждый столбик предыдущего ряда. Раз, два, вторая пара. Раз, два, третья пара. Раз, два, четвертая пара. Раз, два, пятая пара.
Раз. Два. Шестая пара. Раз. Два. Седьмая пара. Раз. Два. Восьмая пара. Вязание второго ряда. Соединяю, ввожу крючок в первый столбик без накида, рабочую нить протягиваю, ряд соединила. Вязание третьего ряда. Воздушная петля подъема. Выполняю за первый столбик предыдущего ряда столбик без накида. Раз. За следующий столбик без накида 2. За следующий столбик без накида 3. Теперь места расширения. Столбик без накида. Раз. В это же основание столбик без накида 2. Затем один столбик без накида. 2 столбика без накида с одним основанием. Раз. 2. 5 столбиков без накида. Раз. 2. 3. 4. 5. Места расширения. Столбик без накида раз. В это же основание столбик без накида 2. Один столбик без накида. 2 столбика без накида с одним основанием. Раз. 2. Далее 2 столбика без накида. Раз. 2. Вязание третьего ряда соединяю. Ввожу крючок в первый столбик без накида этого ряда, нить протягиваю, ряд соединила. Вязание четвертого ряда. Воздушная петля. Здесь же выполняю столбик без накида. Раз. Далее по одному столбик без накида 2. Столбик без накида 3. Столбик без накида 4. Теперь места расширения. Смотрите, за крайний. Раз, два было. Здесь расширение. Столбик без накида раз. Столбик без накида 2. Столбик без накида 1. Здесь место расширения. Вот они, раз, два. За крайний 2 столбика без накида. Далее 7 столбиков без накида. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. С этой стороны также 2 столбика без накида с одним основанием. Раз. 2. 1 столбик без накида. 2 столбика без накида с одним основанием. Раз. 2. Далее 3 столбика без накида. Раз. 2. 3. Вязание четвертого ряда выполнено. Ряд соединяю. Также ввожу крючок в первый столбик без накида, нить протягиваю, ряд соединила. Вязание пятого ряда. Воздушная петля подъема. Здесь же выполняю столбик без накида. Раз. Далее столбик без накида 2. Столбик без накида 3. Столбик без накида 4. Столбик без накида 5. Место расширения. Столбик без накида раз. И в это же основание столбик без накида 2. Столбик без накида 1. 2 столбика без накида с одним основанием. Раз. Крючок ввожу в это же основание.
2. Далее выполняю 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь место расширения. 2 столбика без накида с одним основанием. 1, 2, столбик без накида 1 и следом 2 столбика без накида с одним основанием. 1, 2. Далее 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вязание 5-го ряда выполнено. Также ввожу крючок в первый столбик без накида, нить протягиваю и ряд соединила. Вязание 6-го ряда я буду выполнять столбиками с одним накидом. Для начала вязания ряда 3 воздушные петли подъема, 2, 3. 3 воздушные петли подъема выполняют роль одного столбика с одним накидом. А далее выполняю накид. Крючок ввожу в следующий столбик без накида предыдущего ряда и считаю столбики с одним накидом. 1, накид. Нить протягиваю, провязываю накид, провязываю столбик. 2, накид. Нить протягиваю, провязываю накид, провязываю столбик. 3, накид. Нить протягиваю, провязываю накид, провязываю столбик. 4, накид. Нить протягиваю, провязываю накид, провязываю столбик. 5. Теперь места расширения. За один столбик предыдущего ряда выполняю вязание 2 столбика с одним накидом, с одним основанием. 1 накид делаю и крючок ввожу в это же основание. 2, накид, столбик с одним накидом, 1, в следующий столбик предыдущего ряда 2 столбика с одним накидом, с одним основанием. 1, накид, крючок ввожу в это же основание. 2. Далее выполняю вязание 11 столбиков с одним накидом. Накид, столбик с одним накидом 1, столбик с одним накидом 2, столбик с одним накидом 3, столбик с одним накидом 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Места с расширением. Накид, столбик с одним накидом 1, накид в это же основание, столбик с одним накидом 2, затем столбик с одним накидом 1, далее 2 столбика с одним накидом, с одним основанием. 1, накид, 2. В завершении 6-го ряда выполняю 5 столбиков с одним накидом. Накид, 1, 2, 3, 4, 5. Вязание 6-го ряда выполнено.
Теперь ряд следует соединить. Воздушные петли подъема считаем 1, 2, 3. В третью воздушную петлю ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю. Вязание 6-го ряда выполнено. После вязания 6 рядов вы этот носочек можете промерить и примерить. Если не хватает расширения, тогда продолжить вязание рядов по принципу. Также вот смотрите, уже хорошо видно центральный столбик, он провязывается один, а относительно этого центрального здесь провязывается по 2. Если на ваш взгляд высоты этого носочка не хватает, вы можете продолжить вязание рядов, выполняя за каждый столбик предыдущего ряда столбик без накида, либо выполнять столбик с одним накидом и выполнить вязание на необходимую высоту этого носочка. Для вязания моих следочков этой ширины и высоты достаточно, и я перехожу к вязанию ажурного узора. Делаю 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. 3 воздушные петли подъема выполняют роль одного столбика с одним накидом. Делаю 1 воздушную петлю, выполняю вязание 2 столбика с одним накидом в это же основание. 1, и в это же основание 2. Далее делаю накид и считаю 1, 2, 3 столбика без накида предыдущего ряда пропускаю, крючок ввожу в 4-й столбик предыдущего ряда. Выполняю вязание столбик с одним накидом 1, делаю накид в это же основание, столбик с одним накидом 2, далее выполняю 1 воздушная петля, накид и в это же основание еще 2 столбика с одним накидом. 1, накид и в это же основание столбик с одним накидом 2, и выполняю далее вязание таких веерочков. Выполню вязание элемента еще раз вместе с вами. Делаю накид и считаю 1, 2, 3, в 4-й ввожу крючок. Обращаю ваше внимание, это у меня центральный, относительно которого выполняется расширение. 1 и по бокам 1, 2. Вытягиваю нить, столбик с одним накидом 1, накид в это же основание, столбик с одним накидом 2, воздушная петля, накид, столбик с одним накидом 1, накид и в это же основание столбик с одним накидом 2. И так выполняю вязание первого ряда по кругу. Накид 1, 2, 3, в 4-й ввожу крючок. 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. В завершении вязания первого ряда ажурным узором здесь элемент у меня провязан. Делаю накид и крючок ввожу в основание этих 2 столбиков с одним накидом. Захватываю нить, вытягиваю, провязываю накид, провязываю столбик. Вязание первого ряда следует соединить. 1, 2, 3. 3-я воздушная петля подъема, ввожу крючок, захватываю нить, нить протягиваю, ряд соединила. Вязание второго и всех следующих рядов выполняется следующим образом. Перехожу на воздушную петлю, протягиваю нить. Теперь вязание второго ряда. 3 воздушные петли подъема, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. Затем 1 воздушная петля. За эту воздушную петлю выполняю вязание 2 столбика с одним накидом. 1, накид, 2.
Так выполняется вязание первого элемента, а вязание всех следующих элементов выполняется за воздушную петлю, которая располагается между двумя столбиками с одним накидом. Делаю накид, крючок ввожу, захватываю нить, провязываю накид, провязываю столбик, накид. Здесь же ввожу крючок, вытягиваю нить, провязываю накид, провязываю столбик. 2, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Раз, накид, 2. Итак, выполняю вязание этих элементов, далее накид и захватываю за воздушную петлю. Крючок ввожу здесь, нить вытягиваю и выполняю вязание 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. В завершении вязания второго ряда ажурным узором вязание также завершаю, как и вязание первого ряда, то есть делаю накид, крючок ввожу за воздушную петлю предыдущего элемента, захватываю нить, вытягиваю, выполняю вязание накида и затем самого столбика. Столбик с одним накидом. Теперь вязание ряда соединяю. Воздушные петли подъема 1, 2, 3. В третью ввожу крючок, захватываю нить и протягиваю. Вязание второго ряда выполнено. Итак, выполняю вязание, далее высоту необходимое количество рядов. Обязательно для начала ряда перехожу на воздушную петлю, нить протягиваю и теперь начинаю выполнять вязание третьего ряда. 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом, раз, накид, второй столбик и затем выполнять элементы за воздушную петлю. Также 2 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. И выполняю вязание этой части необходимой длины. Выполнив вязание ажурными рядами, высоту у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И примерно это расстояние до середины взъема ноги. Далее, смотрите, ряд я соединила. И через эту петлю рабочую нить я еще протягиваю. После чего ее здесь отрезаю. И нить затягиваю. Можете сейчас на изнаночную сторону вывернуть и эту ниточку еще протянуть, зафиксировать. Я буду делать это позже. После того, как нить отрезала, хвостик нити располагается здесь. И это у нас центр подошвы. Веерочки считаю 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю. Здесь я поставила маркеры. Центральные верхние 3 веерочка – это верх нашего следочка. Их мы обвязывать не будем. Вязание располагаю так. Вот смотрите, хвостик нити, центр подошвы здесь располагается. Этот маркер убираю. И вязание далее буду продолжать прямыми и обратными рядами, также этим узором. Для этого беру нить. Здесь ее фиксирую и вязание первого ряда этим же узором. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Далее за каждый веерочек, также за воздушную петлю провязываю 2 столбика с одним накидом, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. Вытягиваю нить, провязываю накид, провязываю столбик, накид, провязываю накид, провязываю столбик, воздушная петля, накид, столбик с одним накидом, 1, накид, столбик с одним накидом, 2.
Итак, выполняю вязание этого ряда. Всего получается 1, 2, 3, 4, 5 таких веерочков. Накид, и сразу за следующую воздушную петлю выполняю вязание веерочка. Вязание первого ряда выполнено. Вот они, 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь где маркер? Маркер убираю. И на месте маркера выполняю вязание столбик с одним накидом. Вязание первого ряда выполнено. Вязание второго ряда. 3 воздушные петли подъема. Вязание разворачиваю. И здесь в обратную сторону выполняю вязание таких же элементов. Также делаю накид и выполняю за воздушную петлю между 2 столбиками с одним накидом. Столбик с одним накидом 1, накид. Столбик с одним накидом 2. Воздушная петля, накид. Столбик с одним накидом 1, накид. Столбик с одним накидом 2. Выполнив вязание первого элемента, ряд продолжаю также за воздушную петлю предыдущего элемента выполняю 2 столбика с одним накидом, 1, 2, воздушная петля, накид, в это же основание столбик с одним накидом 1, накид, столбик с одним накидом 2. И выполняю вязание этого ряда также до конца. В завершении вязания второго ряда 1, 2, 3, 4, 5 элементов провязано. И в завершении ряда здесь делаем 1 столбик с одним накидом. Выполняю накид. Смотрите, 1, 2, 3 воздушные петли подъема. В третью ввожу крючок, захватываю нить, вытягиваю, провязываю накид, провязываю столбик, столбик с одним накидом. Теперь вязание разворачиваю. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. И вязание следующих рядов выполняется точно так же. Делаю накид за воздушную петлю предыдущего элемента, выполняю вязание 2 столбика с одним накидом, 1, 2, воздушная петля и 2 столбика с одним накидом. 1, накид, 2. Итак, выполняю вязание этой части на необходимую длину. Выполнив вязание этой части в высоту, у меня здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. И в завершении 6-го ряда также выполняю столбик с одним накидом. Накид, в третью воздушную петлю ввожу крючок, провязываю накид, провязываю столбик. В эту петлю еще рабочую нить протягиваю и хвостик нити обрезаю, узелок здесь фиксирую. И такой вид сейчас наш следок имеет. На что хочется обратить ваше внимание. Следок в процессе вязания этой части вы примеряете и смотрите по длине ноги. То есть этот следок должен быть короче, чем ступня ноги. То есть пяточка располагается где-то здесь. Почему так? Потому что нить тянется, вязка тянется, и после стирки вполне возможно любая ниточка может немного растянуться. Поэтому делаем чуть-чуть, чтобы было с натягом. И теперь переходим к вязанию самой пяточки над средним элементом. Вязание располагаю так. Получается, вот они, 1, 2, 3, 4, 5. Центральный, и будем вязать пяточку. Захватываю здесь нить, фиксирую, 3 воздушные петли подъема, 1, 2,
3, которые выполняют роль одного столбика с накидом. Следующий веерочек за воздушную петлю, крючок ввожу, нить вытягиваю и фиксирую здесь. Делаю накид в центр центрального элемента, за воздушную петлю выполняю вязание столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. Провязываю накид, провязываю столбик 1, накид, провязываю накид, провязываю столбик 2. За следующий элемент, за воздушную петлю, захватываю нить, протягиваю. Соединила. Теперь перехожу на расстояние между этими элементами. Перехожу соединительными петлями, протягиваю нить. И здесь между парами протягиваю нить. Вязание разворачиваю. За центральный элемент, вот он, за воздушную петлю, выполняю вязание 2 столбика с одним накидом. 1, накид, 2, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. 1 и 2, 2. Теперь этот элемент соединить следует. Также вот они, 1, 2 элемента, и между ними за это место. Захватываю нить и ее протягиваю соединительной петлей. Теперь перехожу на воздушную петлю соединительными петлями, протягиваю нить и здесь протягиваю нить. Вязание разворачиваю. Вот он средний. За воздушную петлю выполняю вязание также нашего элемента. Накид, провязываю накид, провязываю столбик, накид, 2 столбик, воздушная петля, накид и еще 2 столбика с одним накидом. 1, накид, 2. Также следует соединить. Вот она, воздушная петля последнего элемента. Захватываю нить, протягиваю. Перехожу соединительными петлями на это место. 1, 2. Вязание разворачиваю. И еще раз выполняю вязание нашего элемента. Накид, также за воздушную петлю, столбик с одним накидом 1, делаю накид, столбик с одним накидом 2, воздушная петля, столбик с одним накидом 1 и столбик с одним накидом 2. Элемент этот соединяю, 3 воздушные петли и здесь завершение элемента. Нить захватываю, протягиваю. На этом вязание следочка практически выполнено. Это пяточка, задник. И следочек сейчас выглядит так. После того, как следочек имеет такую форму, следует выполнить обвязывание. Обвязку можно выполнять различными способами. Столбики без накида, с убавлением. То есть это место сделать, чтобы было четко по ноге, чтобы в процессе носки было вам комфортно. Я же эту часть буду выполнять вязание следующим образом. То есть вот где нить закончилась, это пяточка. Здесь выполняю столбик без накида, затем за веерочек столбик без накида 1, столбик без накида 2,
над воздушной петлей столбик без накида 3, столбики с одним накидом предыдущего ряда 1, 2, затем за воздушные петли и столбики с одним накидом по краю. На этих местах я выполняю по 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Здесь 1, 2. И так выполняю до этого места. Выполнив обвязывание до центральной части, здесь выполняю следующим образом. Вот он, первый веерочек, всего их здесь 3. Столбик без накида 1. Между столбиками с одним накидом крючок ввожу. Столбик без накида над воздушной петлей. Столбик без накида. Между столбиками. Столбик без накида. Между элементами. Столбик без накида и так далее. Выполняю обвязку центральной части. За воздушную петлю, между столбиками, между элементами. А здесь выполняю также по 2, то есть симметрично. Как на этой части выполняла, так и выполняю и здесь. В завершении обвязывания первого ряда первый столбик без накида ввожу крючок и ряд соединяю. Воздушная петля, вязание второго ряда выполняю столбик без накида за столбик предыдущего ряда по кругу. И в этот момент тоже смотрите, вполне возможно где-то следует подтянуть, то есть вязать потуже, либо уменьшить количество столбиков без накида. В завершении обвязывания второго ряда, получается, вот она воздушная петля, захватываю нить, протягиваю. Вязание третьего ряда. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, 1 воздушная петля, накид, столбик 1 пропускаю, за следующий ввожу крючок и выполняю вязание, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, накид, столбик пропускаю, за следующий провязываю, столбик с одним накидом, воздушная петля. И так выполняю обвязывание по кругу, столбик с одним накидом, воздушная петля. Этот ряд я выполняю для того, чтобы сюда вставить шнурок, ленточку и это место затягивать. В завершении вязания третьего ряда у меня здесь получилось 22 столбика с одним накидом. Столбик с одним накидом, воздушная петля. И ряд соединяю. 1, 2, 3. Третья воздушная петля. Ввожу крючок, захватываю нить, вытягиваю. Воздушная петля. И вязание четвертого ряда. За воздушную петлю выполняю столбик без накида. За столбик с одним накидом. Столбик без накида. И так выполняю вязание четвертого ряда по кругу. За воздушную петлю столбик без накида, столбик с одним накидом, над ним столбик без накида. В завершении четвертого ряда воздушная петля подъема, ввожу крючок, захватываю нить, протягиваю, ряд соединила и здесь также через эту нить протягиваю рабочую, после чего отрезаю, узелок фиксирую и вывожу на изнаночную сторону весь следочек и все ниточки аккуратно фиксирую и лишнее отрезаю, чтобы здесь у нас ничего не мешалось. И вот эти все ниточки аккуратно крючочком дополнительно делаю узелки, фиксирую и лишнее убираю. После того, как первый следок готов, вяжем второй точно так же. И в завершении приятный бонус для тех, кто смотрит видео до конца. Секретный секрет. Чтобы следочки прослужили дольше, для практичности можно пришить тканевые стельки.
край которой не сыпется. Просто обвести стельку по ткани и вырезать. И вот таким образом пришить эту ткань к следочку. Понравилось видео? Будьте любезны, дайте обратную связь. Ставьте класс к этому видео, пишите комментарии, присылайте фотографии ваших работ. А чтобы быть в курсе всех моих новых видео, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!